Всем привет! Небольшой анонс. Сзади меня растет камыш. С одной стороны, с этой стороны, это обычный камыш, а с другой стороны, вот с той, это даже не камыш, а, как оказалось, трава. И трава эта называется рогоз. Из этой травы делают инструменты для петриковской росписи, и они называются рогозинки. Когда точно срезать рогоз, чтобы сделать из него кисточку, но она на самом деле как кисточка не выглядит, точной информации нет. Некоторые считают, что его можно срезать летом, некоторые говорят, что лучше срезать в середине или конце осени, когда он чуть-чуть подсохнет, а некоторые считают, что вообще, когда уже выпадет первый снег. Сейчас я вам покажу его поближе. Вот смотрите, камыш, который цветет вот такими вот сосисочками, это называется рогоз. Используют для рисования, делают рогозинки вот из палочек, на которых растут эти сосисочки. То есть их срезают, когда они сухие, или же по другим версиям срезают, когда зеленые сушат. Потом нарезают маленькими палочками под определенным углом. И этими палочками рисуют красивые картины, красивую петриковскую роспись. У меня будет возможность приехать сюда в середине октября, поэтому я не буду ждать ни первого снега и не буду торопиться срезать его сейчас летом, а срежу уже где-то в середине октября и покажу вам и расскажу, как из него сделать инструмент, чтобы рисовать петриковскую роспись, а также мы с вами поучимся и попробуем с помощью этого инструмента рисовать петриковскую роспись. Ну а пока мы продолжаем с вами изучать другие инструменты петриковской росписи. И следующий инструмент очень интересный, очень удивительный. Конечно же, не традиционный, а более современный. И это обычная аптекарская пипетка. Ну что, вперед, поехали! С помощью пипетки можно нарисовать все те же самые элементы, что и с помощью пальчика. Отличие только в том, что мазочки получаются более маленькие, и пипетку удобнее всего использовать на маленьких поверхностях, рисуя маленькие элементы. Итак, для рисования нам понадобится обычная аптекарская пипетка. Чтобы ее рисовать, нужно сначала ее подготовить к рисованию. Для рисования понадобится вот кончик резиночки от пипетки. Поэтому мы натягиваем резиночку по стеклянной трубочке практически до упора, но не до самого конца, а чтобы было немножко воздуха. Вот не вот так до конца, а вот немножко вот таким вот образом, чтобы примерно до стеклянной трубочки оставалось 3-4 миллиметра. Вот инструмент для рисования у нас готов. Технология рисования пипеткой точно такая же, как и технология рисования пальчиком. На кончик пипетки набирается краска, а потом пипетка прижимается к бумаге. Плотно прижимаем, держим и потом потихоньку отнимаем от бумаги. И вот у нас уже элемент горошинка или ягодка готовы. Точно так же, как мы рисуем пальчиком прямой мазочек, точно так же мы рисуем прямой мазочек с помощью пипетки. Прикладываем, проводим прямую линию и отнимаем от бумаги, как будто бы поглаживаем нашу бумагу. Потренируйтесь, попробуйте нарисовать этот элемент и второй. А я вам дальше предлагаю нарисовать рябинку. После того, как вы потренировались, немножко освоили уже пипетку, попробуем перейти к рябинке. Делаем макетик и начинаем ставить
ягодки по линии. Краску на пипетку нужно разводить точно так же, как и для пальчика. То есть не забываем в краску добавлять клей ПВА 2 к 1, 2 части краски, 1 часть клея ПВА, а потом по необходимости добавлять водичку, чтобы получилась жидкая сметанка. И вот так вот мы рисуем. Вот такая рябинка у нас получилась. Теперь я вам предлагаю нарисовать обычную простую ромашечку. Делаем макет, делим на сектора наш макет, определяем центр и прямыми мазочками с помощью пипетки, все мазочки стремятся к центру, начинаем рисовать ромашечку. Точно так же, как мы рисуем пальчиком, точно так же мы рисуем пипеточкой. Представьте, что пипеточка – это продолжение нашего пальца или замена нашему пальцу. То есть все движения, что вы выполняли пальчиком, точно такие же движения вы выполняете теперь пипеткой. Вот так вот. Аккуратно, опять же, не забываем придерживать второй рукой бумагу, чтобы рисунок у нас не смазался. И вот уже у нас очень красивая ромашечка готова. Теперь предлагаю вам нарисовать листик. Рисуем макет листика, делим листик пополам, определяем центр и опять же прямыми мазочками, все мазочки стремятся к центру листика. Начинаем рисовать с одной стороны и с другой стороны. Если пипетка плохо скользит по бумаге, это значит, вы слишком густо развели краску. Добавляйте в нее воду. Ну и главный элемент, который рисует пипеткой практически все мастера во всех малевках, это маленькие элементы, маленькие цветочки. Вот такие вот цветочки очень удобно рисовать пипеткой. Они практически на всех малевочках современных нарисованы пипеткой. Вот такой вот маленький цветочек. Потренируйтесь, порисуйте, нарисуйте несколько раз разных элементов. А теперь я вам предлагаю нарисовать композицию. Для основы мы возьмем изображение, малевочку Пелагея Глущенко, немножко ее поменяем, и в конечном итоге у нас получится красота. Итак, вот наш макет нашей малевочки, нашей картины. Не забывайте про поля. Обводим основные элементы. И после того, как мы все обвели, все линии соединены, макеты прорисованы, у нас получается вот такой вот макет. Цвета мы будем использовать такие же, желтенькие. У нас мы закрасим с вами серединку цветочков. Один цветочек у нас будет красного цвета, другой цветочек синего цвета, как на изображении Пелагеи Глущенко. Зеленый цвет для листиков и бордовый мы возьмем для мелких элементов. Итак, развели мы уже краску. И теперь желтым цветом закрашиваем сердцевину цветочка одного и второго. Вот так вот. Кисточкой или пальчиком. Ну а теперь берем главный наш инструмент на этом занятии, пипетку, и начинаем с верхнего цветочка красной краской рисуем ромашку. Рисуем цветкам лепесточки прямыми мазочками. Все лепесточки у нас стремятся к центру цветка. И вот так вот потихонечку, аккуратно
мы с вами рисуем первый цветок красным цветом, красной краской. Вот так вот. Опять же, если у вас не дотягивается мазочек, краска кончается очень рано на пипетке, вот видите, вот здесь вот, допустим, это значит, опять же, вы очень густо развели краску. Добавляйте в нее водичку. И пипеткой лучше рисовать на гладкой поверхности, на гладкой бумаге. То есть для рисования пипеткой лучше взять лист ватмана, а не бумагу, допустим, для акварели, потому что бумага для акварели шершавая, пористая, и по ней пипетка не очень хорошо ложится, неудобно рисовать. Хотя вот я как раз сейчас рисую на бумаге для акварели, и получается очень неплохо. Итак, первый цветок готов. Предлагаю его еще оформить прошкрябыванием, нарисовать небольшие прожилочки на лепесточках, пока краска не высохла. Простым карандашиком аккуратненько придаем объем нашим лепесточкам. Вот очень красиво у нас получается первый цветочек. Вот так вот. Ну, а теперь оставляем наш цветочек первый сохнуть. И переходим к следующему цветочку. Его мы будем рисовать темно-синей краской. Точно так же, как верхний, рисуем нижний. Набираем на кончик пипетки синюю краску и рисуем цветочек прямыми мазочками. Все мазочки у нас стремятся к центру цветка, не налазят друг на друга, но при этом по возможности плотненько примыкают друг к дружке. Аккуратно. Так, вот я влезла, видите, краска не высохла, и я немножко влезла. Аккуратненько рисуем, чтобы не стереть рукой рабочей наш красивый красный цветок. Вот так вот. Вы можете для рисования взять свои другие краски, краски другого цвета. Не обязательно делать такого цвета, как делаю я. Можете развести другого цвета. Можете сделать 2 цветочка красных или 2 цветочка синих, или взять совсем другую краску. Итак, второй цветочек у нас готов. И мы его точно так же, как первый, оформляем простым карандашом прошкрябыванием. Придаем нашему цветочку, нашим лепесточкам объем. Рисуем прожилочки. Делаем его еще пушистее. Он у нас и так пушистенький, а мы ему еще сейчас добавим с помощью прожилочек пушистости. Не забывайте вытирать краску с карандаша, иначе она засыхает на карандаше. И если нужно длительное время шкрябать карандашом, то карандаш не будет шкрябать. Так, итак, вот у нас основные элементы, центральные элементы композиции готовы. И теперь мы переходим к листочкам. Листочки мы делаем обычные, прямым мазочком. И предлагаю вам в некоторые мазочки на листочке добавить, например, вот бордового цвета. Вот так вот немножко разбавить. Еще бордового.
Вот. Еще бордового. Вот так вот, чтобы он у нас был веселенький, красивенький. Переходим к следующему листочку. Точно так же с помощью нашего нового инструмента пипетка рисуем второй листочек. Плохо вот набрала, так вот, пожирнее, побольше набирайте краски, краски не жалейте. Петриковская роспись любит, когда красок много. Вон бордовый. И теперь я предлагаю еще добавить немножко синего в наш листочек. И рисуем с другой стороны вторую половинку. Синенького добавим, бордовый. Вот так вот красивый, веселый листик у нас получается. Ну и заканчиваем рисовать листики. Последний листик у нас остался. Рисуем его точно так же по принципу прямых мазочков. И также добавляем бордовый и синий цвет в краску. Вы можете этого не делать, но если вам интересно, вы можете поэкспериментировать и, как я, мазочки рисовать разных цветов. Главное, чтобы все было гармонично и сочеталось с общей идеей. Итак, листики у нас готовы. И осталось нам нарисовать маленькие элементы. Я вам предлагаю их изобразить вот таким вот образом в виде бутончиков. Мы немножко изменили композицию Пелагеи Глущенко. Вот так вот. Вот у нас веточка одна с бутончиками бордового цвета. И еще один бутончик. Держим, не забываем, держим, чтобы не ерзал листик. И нижнюю веточку с бутончиками рисуем. Вот так вот. Большой бутончик, поменьше и совсем маленький. Ну и теперь нам осталось оформить серединку, сердцевинку цветочков наших. И я предлагаю вам ее оформить вот таким вот образом. С помощью ягодки или капельки или горошинки. Вот так вот выделить сердцевинку бордовым цветом у одного цветочка и точно так же бордовым цветом у второго. Вот так вот по контуру, где мы с вами намечали сердцевинку цветочка, мы ставим с вами горошинки. Так, и листики. Листики мы с вами не прошкрябывали, поэтому я предлагаю вам центр, серединку листика, там где просвечивает белое, оформить тоже вот таким вот образом, поставив бордовые ягодки, горошинки, перекрыв белый цвет, который просвечивает или который мы не перекрыли зеленой краской. И вот у нас уже наша композиция, наша малевочка полностью готова и закончена. И когда мы ее оформим с помощью кошачки, то у нас получится вот такая вот красивая малевочка. Подписывайтесь на мой канал, мы есть в Фейсбуке, ссылочка есть в описании к видео. И ждите следующего занятия. Всем пока!